Премьера известной версии GTS для нового Porsche Macan. Сегодня у нас первый эксклюзивный обзор. И заодно хорошая возможность сравнить электрический Macan с полностью новым электрическим Cayenne, с его старшим братом. Какие у них ключевые отличия снаружи и внутри, все сейчас покажем. Полный формат 4К, с вами Томас. Начнем с самой драйверской версии Macan. Не самой быстрой, но самой азартной по характеру. Что это значит, разберемся. Перед нами Macan в фирменном красном цвете GTS и с черными акцентами. Это уже заметно в нижней части передка. И фирменная особенность Macan – передний багажник можно открыть прямо отсюда, даже простым жестом возле передней кромки. Очень удобно. Места там довольно много, не только под кабель. Закрываем, как всегда, нажатием на шильдик Porsche. И вот еще момент, посмотрите. Очень красивый чехол ключа из алькантары. Я бы себе такой взял. Действительно приятная вещь. Фары Matrix LED с темной подложкой отлично вписываются в черно-красную тему GTS. Конечно, цвет кузова может быть любым, но черные детали – обязательный элемент этой версии. Например, вот черные вставки в боковом профиле. И здесь большое отличие от стандартной версии. Вон там стоит 4S. У нее эти вставки окрашены в цвет кузова. Длина Macan 4,81 метра. Это немного больше, чем у обычной версии, из-за выступающих элементов спойлера. Колеса большие, 21 дюйм, или как здесь, 22-дюймовые, самые крупные в линейке. И в классическом стиле Porsche Spyder. Мне очень нравится этот ретро-дизайн. Сзади единая цветовая полоса. Небольшой черный спойлер, затемненный логотип Porsche, надпись Macan GTS тоже черная, и характерный нижний спойлер. Внешне напоминает эпоху ДВС, но это просто оформление под диффузор. Аэродинамика здесь важна. И эта зона заметно отличается от версии 4S, которую я снимал раньше. И теперь ключевые цифры. Во-первых, по технике. Пневмоподвеска здесь стоит по умолчанию, но с более спортивной калибровкой, специально для версии GTS. Благодаря этому у этой модификации самый низкий центр тяжести среди всех электрических Macan. Это и есть логика GTS. Самая драйверская версия в линейке. Разгон до сотни 3,8 секунды. Очень быстро. Но версия Turbo будет примерно на полсекунды быстрее. То есть Turbo самая быстрая, а GTS самая азартная в управлении. А GTS самая азартная по управлению. Такой принцип. Батарея 95 кВт-часов. Реальный запас хода на трассе на нормальных скоростях около 500 км. Зарядка тоже быстрая, от 10 до 80% примерно 21 минута. Пиковая мощность 270 кВт. Есть и важная опция подруливания задней оси. Тогда задние колеса поворачивают в противофазе передним. Это еще один технологический плюс. Чуть позже поговорим о ценах. А сейчас еще одна удобная деталь. Здесь, с этой стороны, расположен лючок быстрой зарядки и обычной зарядки. Закрываем его, обходим машину и открываем второй лючок с другой стороны. Там дополнительная обычная зарядка, мощность 11 кВт, либо опциональные 22 кВт. Переходим в салон, но сначала еще пара фактов. Привод полный. Один электромотор спереди, второй сзади. Сзади стоит электронная блокировка дифференциала, чтобы машина лучше выходила из поворотов. Суммарная мощность 571 лошадиная сила. Звук закрывающейся двери. Плотно. Но работает. Она необычна. Здесь двухступенчатый механизм. Сначала один щелчок, потом второй. И если потянуть слегка, дверь немного возвращается назад. Нужно немного привыкнуть. Здесь установлены многослойные стекла и спереди, и сзади. В отделке двери характерные горизонтальные линии, фирменный стиль Porsche. У нас карбоновые вставки. Есть несколько вариантов. Много микрофибры Racetex, потому что у Porsche свой поставщик. У кнопок стеклоподъемников приятные четкие щелчки, нравится. В нижней части жесткий пластик. Ткани или мягкой отделки там нет. Порог с эмблемой GTS. Коврики с красной прострочкой.
Рулевое колесо тоже в RaceTex. Отличный хват, мне нравится. Карбоновые элементы внизу. Логотип GTS. И главное, на руле настоящие физические кнопки. Удобно менять громкость или управлять приборной панелью. Микрофибра есть и на торпедо. И на сиденьях. Спортивные сиденья GTS. Развитая боковая поддержка в плечах. В центре особый рисунок микрофибры. Он не сквозной. Материал местами как будто выдавлен, формирует узор. На ощупь получается, что там микрофибры меньше. Где она идет сплошным слоем, там это ощущается лучше. Так что есть свои плюсы и минусы. Сиденья очень спортивные, но эргономика хорошая. Посадка жесткая, глубина подушки небольшая, но даже при росте 1,89 м остается хороший запас по высоте. Потолок полностью в микрофибре, и спереди, и сзади. Очень подходит этому автомобилю. Красота. Руль регулируется по высоте и по вылету, электропривод. И если сравнить с более крупным Cayenne, Macan ощущается компактнее и азартнее. Уже сидя здесь, хочется начинать движение. Переходим к передней части салона. Очень приятное оформление. И снова много элементов RaceTex. Например, в нижней зоне передней панели. Здесь же можно заказать дополнительный дисплей для пассажира. А в центре характерная горизонтальная архитектура. Фирменный стиль Porsche. В этом также отличие от электрического Cayenne. Вот здесь выбираются режимы движения. Вперед, назад, парковка. И снова хороший вид на спортивные кресла и красные акценты. А тут еще и красные ремни безопасности. Центральная консоль крупная, по бокам она довольно жесткая, колени это чувствуют. Тут можно держаться. Под ней есть небольшая ниша. Спереди и сзади стоят адаптивные подстаканники. Внизу еще один отсек. Сверху отсек с металлической насечкой. Сюда можно положить смартфон для беспроводной зарядки. Но есть место для кабеля снизу. Я, честно говоря, предпочитаю зарядку по кабелю. Блок управления климатом – классная деталь. Физические ручки с приятной металлической насечкой и четкими щелчками. Да, такие элементы создают ощущение настоящего автомобиля. И регулятор громкости с таким же характерным звуком. Вот таких решений хочется больше. При этом приборка здесь современная. Можно настроить зарядку, открыть зарядные лючки. Я уже показывал, что они открываются с обеих сторон. Очень удобная функция. Apple CarPlay и Android Auto, конечно, тоже есть. И спойлер можно выдвинуть прямо из салона. Выглядит эффектно. И снова отмечу, руль в микрофибре. Мне он очень нравится. Отличный хват. Классические подрулевые переключатели слева и справа. Цифровые приборы слегка изогнуты. В центре круглый спидометр. Но можно менять компоновку. Плюс большой проекционный дисплей. И, конечно, один из фирменных элементов – аналоговые часы по центру. Подлокотник здесь открывается только вверх-вниз, внутри дополнительное пространство. Других регулировок нет. Зато сверху теснен логотип GTS и снова RaceTex. Можно гладить его в обе стороны. Переходим назад. Здесь тоже безрамочные стекла. Внутри многослойное исполнение. Ручка двери выполнена аккуратно. В отделке снова много RaceTex, но нижняя часть жесткий пластик. Рисунок микрофибры такой же, как спереди. В версии GTS отделки RaceTex больше, но и натуральной кожи тоже больше. Так что эта модификация не про экологичный салон. В базе Macan можно выбрать кожаные сиденья, но рулевое колесо там уже без RaceTex. В этом плане предложения у Porsche пока не самые гибкие. Здесь подлокотник с адаптивными подстаканниками. Качество сборки хорошее, хотя механизм закрытия звучит заметно, как и в новом Cayenne.
Сзади стоит полноценный блок климата для задних пассажиров и ручные регулировки. Есть подогрев сидений. По пространству высокий человек поместится. Даже если я сижу спереди, места немного, но хватает. Боковая поддержка плотная. По высоте запас остается. При росте 1,89 м голова не упирается. Теперь багажник. Даже в жаре Дубая его стоит проверить по цифрам. Кнопка открытия здесь скрытая, но интегрирована очень аккуратно. Нужно просто знать, где она. Ширина примерно 1 метр. Длина до спинок около 90 сантиметров. Под полом корпус сабвуфера Bose, поэтому пространства немного. По бокам есть небольшие ниши. Классная функция, можно дистанционно разблокировать спинки, и они складываются вровень с полом, очень удобно. Максимальная длина около 1,17 метров. Полка багажника массивная. Чтобы ее отцепить, нужно пару секунд, но работает надежно. По высоте багажник не рекордный, примерно 66 сантиметров. Но в целом объем вполне практичный. Как вам такой багажник? Теперь о ценах. Базовый Macan начинается примерно от 80 тысяч евро. Версия GTS уже больше 100 тысяч. А если добавить несколько опций, то легко набегает еще 20 тысяч. Так что в такой комплектации, как стоит здесь, итог более 120 тысяч евро. Цена серьезная. Но батарея крупная и динамика отличная. Теперь сравнение электрического Macan с новым электрическим Cayenne. Его старшим братом в версии Turbo. Позже появится и Cayenne GTS. Визуально передок похож, но сам автомобиль больше. Длина увеличена на 18 сантиметров. Примерно настолько. Здесь тоже стоят самые крупные колеса 22 дюйма. Здесь тоже стоят самые крупные колеса 22 дюйма в похожем стиле Spider. Напишите в комментариях, какой из двух вам нравится больше. По экстерьеру они действительно очень близки. И сзади, на мой взгляд, тоже. Оба сделаны в едином стиле электрических кроссоверов. По технике главное отличие — размер батареи. У Macan 95 киловатт-часов, здесь 108 киловатт-часов. Посчитайте в уме быстренько. Разница 13 киловатт-часов. Даст ли это намного больше запаса хода? Машины же крупнее. Думаю, запас будет немного больше. Но многое зависит от стиля езды. Аэродинамика у Cayenne эффективная, и увеличение длины в мире электромобилей не всегда означает худшую эффективность. По массе турбо самый тяжелый Porsche в истории. Больше 2,6 тонн. По подвеске здесь тоже пневма. Доступно подруливание задней оси. Но есть и отличия. Сюда можно поставить Porsche Active Ride, дополнительную гидравлическую систему. Мы еще посмотрим, чем отличаются салоны. И быстро о цене. Этот Cayenne будет минимум на 25 тысяч евро дороже. А с оборудованием разрыв станет еще больше. И теперь сравнение с салоном электрического Cayenne. Здесь изменений больше. Главное, новый изогнутый дисплей с вертикальной компоновкой. Он вызвал много обсуждений. Выглядит эффектно. В нижней части есть дополнительная графика. Плюс можно заказать экран и для пассажира. Центральная консоль здесь крупнее и выше. С точки зрения эргономики это удобно. Рука ложится естественно. И при этом сохраняется классическое ручное управление. Рулевое колесо почти такое же, как в Macan. То есть главный визуальный отличитель именно экран и конструкция центральной консоли. Она выше, а зона подстаканников наоборот ниже и глубже. Подстаканники наоборот глубже утопили. Сиденья такие же спортивные турбоковши, но честно комфорта больше не стало. Подушка по-прежнему короткая, настрой жесткий. В Macan ощущение более компактно и драйверское.
Cayenne же делает больше упор на технологии, особенно с этим новым дисплеем. Интересно будет посмотреть, что сзади. И мне действительно любопытно, на какой салон вам нравится больше. Macan или Cayenne Electric. Главное отличие между ними – пространство на втором ряду. Здесь его больше. И это прямой эффект увеличенной длины кузова. Сзади сидеть заметно свободнее. Это, на мой взгляд, ключевое различие. В передней части они ближе по ощущениям. Разная архитектура, но логика похожая. А вот если нужен просторный задний ряд, Cayenne выигрывает. Багажник у него тоже крупнее. Если у Macan отсек заканчивается примерно здесь, то у Cayenne он идет дальше за счет дополнительной длины. Если интересно, у нас есть и другие обзоры и тест-драйв Macan. Можно посмотреть их здесь или перейти сразу к сравнению электрического Cayenne и его старшего брата.